Привет! В последнее время я довольно часто сталкиваюсь с плюс-минус одним и тем же вопросом от зрителей примерно следующего содержания. Какие хорошие TVS наушники можно купить, имея на руках всего 2000 рублей? В особенности это актуально сейчас, когда курс доллара на полюбившиеся всеми нами площадки AliExpress постоянно разный, и при этом даже во время распродаж сладкие промокоды и купоны практически отсутствуют. И вот в сегодняшнем своем видео я и подготовил небольшую подборку некоторых моделей беспроводных наушников, купив одну из которых можно уложиться как раз в эту самую сумму. Итак, давай посмотрим, что же годного сейчас возможно купить за эти 2000 рублей. Буквально на днях официальный магазин Deezer на Алиэкспрессе выкатил хорошее предложение. Наушники Deezer Buds Z сейчас продаются аккуратно на границе нашего порога, но за одним лишь исключением. Для того, чтобы все получилось, надо применить промокод, который дает скидку в 10 баксов. Ну и до кучи хорошо, если имеются монетки AliExpress, с ними цена будет еще ниже. Сама по себе модель Buds Z — это самые доступные на рынке наушники с функцией мультиподключения, возможностью работы с двумя устройствами одновременно. Они очень приятные как внешне, так и в использовании. Кейс матовый с аккумуляторным блоком на 380 мАч и функцией быстрой зарядки для наушников. Он способен зарядить гарнитуру как минимум 4 полноценных раза. Подключение устройства к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Главного в паре нет, и любым из наушников после первичного сопряжения можно пользоваться по отдельности. Для настройки наушников необходимо скачать и установить фирменную программу Realme Link, которая доступна в Google Play Market для смартфонов на системе Android. В программе имеется 3 быстрых музыкальных пресета и есть отдельный раздел для перенастройки жестов управления и рабочий игровой режим. Что же касается непосредственно звучания, то несмотря на наличие единственного аудиокодека SBC на выбор, играют наушники очень драйвово и, что немаловажно, весьма громко. Лично мне очень понравилось, как производитель поработал здесь над этим вопросом. Бас, середина и верхушки имеют хороший баланс, ничего не выпирает и не уходит на второй план. Плюс, как я уже успел отметить, есть 3 надстройки для усиления этих частот. Автономность на максимальной громкости в стандартном пресете получилась 4 часа с небольшим, что довольно неплохо для таких наушников при такой-то громкости. Микрофоны в модели отрабатывают довольно неплохо, однако встроенный шумодав имеет свойство сильно пережимать окружающие звуки, отчего иногда голос звучит не совсем естественно. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда порывами начинает задувать ветер отсюда. Есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин. У меня вот по правой стороне есть машина. Улица довольно такая шумноватая. Плюс еще мне вот сейчас в спину задувает ветер, но я сейчас поворачиваю, и он мне дует прямо в лицо. Можно примерно прикинуть, как отрабатывает вот шумодав в этих наушниках при вот таком сценарии использования, тест работы микрофонов уже в помещении. Я сейчас в торговом центре нахожусь. И вот как-то так отрабатывают микрофоны в наушниках Deezer Buds Z при таком сценарии использования. Следующая позиция на сегодня включает в себя сразу две модели. Это Redmi Buds 3 Lite или Youth Edition и QCY T17. Помимо своего очевидного внешнего сходства, а перед нами самый что ни на есть классические затычки без ножек, эти модели очень похожи и по всем остальным своим параметрам. Ни для одной из этих моделей нет поддержки фирменного приложения, и те функции управления, что вшиты на жесты, изменить никак нельзя. В обеих парах установлены только по одному микрофону в каждый наушник, что исключает наличие CVC или иного алгоритма шумоподавления во время телефонных разговоров. Но при этом наушники стоят в районе 1500 рублей, и ожидать от них чего-то феноменального я бы не стал. Однако в целом они удобные, хорошо сидят в ушах и выдают довольно годное звучание. При этом QCY на максимальной громкости звучат громче Redmi, процентов на 15 точно. Так что данный фактор необходимо учесть при выборе. Дополнительно хотелось бы отметить, что показатель автономности в моделях также разнится. У QCY это 5 часов, а у Redmi получилось выжить всего 3,5. И это я напомню на 100% громкости, по которой Buds 3 Lite немного проигрывают. Справедливости ради, наушники Redmi Buds 3 Lite я считаю более удобными и более универсальными по посадке. Они чуть меньше и тем самым подойдут большему количеству потенциальных покупателей. А вот комплектные амбушюры в QCY T17 лучше сразу сменить. Они могут не подойти, а если это произойдет, то и звук хорошим не будет. При этом позволю себе повториться, что для своей цены в обеих моделях звучание годное, что во многом подтверждается и большим количеством положительных отзывов. К слову сказать, в данных наушниках имеется и
и встроенный игровой режим, который реально работает. У Redmi Buds 3 Lite он проявил себя чуть лучше, но в целом по задержке в популярных шутерах все очень похоже. На первый взгляд из этих двух моделей выбор сделать довольно сложно. И там есть свои плюсы и свои минусы. Лично мне внешне больше симпатичны наушники Redmi. Что-то в них такое есть, что цепляет. Однако и дизайн QCY T17 не лишен своей оригинальности. Как я и говорил в самом начале этого блока, микрофоны у моделей не лучшие, но они есть, и вот небольшой фрагмент их работы. Ну а вот так звучат микрофоны в наушниках Redmi Buds 3 Lite, ну и Asia, то есть как угодно их можно называть. Сейчас вот мне в лицо дует такой сильный довольно ветер, плюс шум на дороге небольшой есть. Вот так они выглядят в ушах, вот таким вот образом. Сидят очень хорошо, пассивная шумоизоляция у них, наверное, на уровне, как и у T13 от QCY, ну, наверное, примерно как-то так, то есть хорошо, плотно сидят, удобно, и плюс они сами по себе корпуса компактные, как я, в принципе, в ролике и говорил. В целом, мне нравится, как сделали Redmi эту модель, потому что, ну, она такая бюджетная, ну, довольно качественно собрана. А вот еще один тест работы микрофонов в наушниках QCY T17. Вот так вот они отрабатывают на такой тихой, спокойной улочке. Я сейчас нахожусь возле парка. Рядом со мной есть дорога, но машины по ней не особо так ездят. Но, тем не менее, сегодня есть такой довольно-таки сильный ветер. Он периодически порывами дует мне в лицо. Но при этом, при всем, можно примерно понять, как это будет слышать собеседник. Следующая пара на сегодня — это Anker Soundcore Live P2i. Довольно интересная модель наушников с хорошим звуком и механическим управлением, что в наше время очень большая редкость. Их стоимость на Алиэкспрессе в данный момент составляет аккурат 2000 рублей. Возможно, чуть больше, рублей на 50-70, но это не так критично. Здесь сразу же уточню, что визуально похожие Rise R100 от этой же компании, которые продают в местном ритейле, это не совсем то же самое. По крайней мере, судя по отзывам владельцев, модель R100 все же отличается по звуку и качеству работы микрофона в несколько худшую сторону. А вот лично у меня к модели Live P2i по этим двум параметрам претензий точно нет. Если говорить в целом, то модель получилась очень удачной. Единственным весомым недостатком я бы назвал глянцевое исполнение. Во всем остальном гарнитура за свои деньги хорошая. Внутри кейса установлен аккумуляторный блок на целых 500 мАч с функцией быстрой зарядки для наушников. Подключение устройства к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Сами же наушники можно использовать как вместе, так и по отдельности. Одной из примечательных конструктивных особенностей данной модели является способ взаимодействия. Как я и говорил, все управление функциями здесь механическое. Кнопки нажимаются мягко, они не щелкают и не доставляют дискомфорта при нажатиях. Помимо удобства самого процесса управления, радует еще тот факт, что оно здесь полноценное. С наушников можно регулировать громкость в плюс или минус, ставить трек на паузу и переключать композиции в плейлисте. Приложение для перенастройки к этой модели не предусмотрено, и тем не менее в наушниках имеется встроенный эквалайзер с двумя режимами. Тройным нажатием с любого из наушников можно переключаться между басовой и подкаст настройками. Передачу звука обеспечивает аудиокодек AAC. По этой части, кстати, наушники имеют басовитый характер звучания, но при всем при этом вокально-инструментальные составляющие слышно довольно отчетливо. Частотный баланс приятный и не разрывает мозг даже при уровне в 100% громкости, который, к слову сказать, здесь с очень приличным запасом. Мой результат по автономности на максималках составил 6 часов и 12 минут. Игрового режима на борту нет, эти наушники больше про звук, ну а встроенная защита от влаги по стандарту IPX5 позволит с легкостью использовать данную модель для занятий активными видами спорта. Ну а как работают встроенные в наушники микрофоны, можно будет послушать в отдельном обзоре, ну а сейчас прозвучит лишь небольшой фрагмент для примера. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон, мне сюда порывами начинает задувать ветер. Сильными такими порывами еду я со скоростью 65 км в час, ну и примерно как-то так отрабатывают шумодау в этих наушниках. Сейчас мы еще присоединимся к такой основной полосе, основной дороге. Поймал я такой вот хорошенький ветерочек, сейчас мне задувает в оба уха, что мне дует. И вот так отрабатывают, так справляется шумодау в этих наушниках. При вот таком сценарии использования машин здесь не так много проезжает, но они периодически проезжают. Сейчас вот мне в спину дует ветер.
Ну и разумеется, сегодняшняя подборка никак не может обойтись без вкладышного форм-фактора. Сходу в голову мне пришли две очень похожих модели, оттого я их и объединил. Это Miif Marshmallow и Edifier X2. Внешние наушники очень похожи, да и по функциональным особенностям различия у них минимальны. Что же касается непосредственно их звучания, то несмотря на разные аудиокодеки, а я напомню, что в X2 есть только SBC, в то время как в Miif поддерживается AAC, наушники играют абсолютно одинаково хорошо, и свою цену по этой части вполне оправдывают. Здесь имеется приятный бас, что для подобного формата редкость, хорошие средние частоты и самое главное не звенящий верхний регистр. При всем при этом у Marshmallow теперь есть и международное исполнение, сейчас их продают для глобального рынка. Внешне от китайских наушники отличаются зарядным кейсом, но вот сами вкладыши остались такими же. Наушники очень легкие и в ушах практически не ощущаются. Знаю, что у многих со вкладышами есть проблемы по этой части, но здесь без преувеличения с этим все хорошо. Они отлично подойдут для повседневного комфортного использования. Наушниками можно пользоваться как вместе, так и по отдельности, главного в паре нет. По части максимальной громкости в обеих моделях все в порядке, но без огромного запаса. В принципе, слушать музыку на максималках в них можно с легкостью. Помимо всего прочего, наушники очень удивили меня своей автономностью. При своих-то размерах по данному параметру они могут дать фору другим более дорогим моделям. На уровне в 100% громкости Edifier отыграли 5,5 часов, в то время как Marshmallow сели после 5 часов проигрывания музыки. Вот такие вот мощные малыши по этой части получились. Из функциональных различий наличием рабочего игрового режима отличились Edifier. У Miif такой опции нет, так что если это важно, то здесь плюсик в пользу модели X2. Что же до встроенных в наушники микрофонов, то ожидаемо за такую стоимость они здесь не лучшего качества. Однако все не так уж и плохо, в домашних условиях по ним вполне можно разговаривать. Но вот так отрабатывают с микрофоном в наушниках Edifier X2. Это наушники вкладыши за примерно 1000 рублей, там плюс-минус они стоят. Так отрабатывают в них шумодавы. Я сейчас на самом деле нахожусь в довольно шумном месте. Это торговый центр, в котором, собственно, есть такой вот ряд с едой. И здесь люди кушают, общаются, и довольно-таки сильный гул стоит, поэтому, в принципе, можно примерно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать вот в таком вот примерном месте. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Miif Marshmallow. Я сейчас нахожусь на улице, около дороги, вот примерно, в принципе, можно видеть, машины здесь немного проезжают, ну, шум, тем не менее, от них есть. При всем при этом сегодня дует такой легенький ветерочек, иногда даже порывами, но вот я стою в таком месте, где особо порывов нету, и примерно можно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник. Ну и говоря сегодня о бюджете в 2000 рублей, я просто не могу пройти мимо прошлогоднего хита. Это наушники QCY T13, которые, как по мне, и на сегодняшний день очень актуальны. Данная модель попала в мои итоги 2021 года как лучшие лоу-кост наушники. Очень достойная гарнитура, которая без преувеличения отрабатывает все свои деньги на 200%. Разумеется, как бы я сейчас их не расхваливал, ожидать от наушников чего-то феноменального определенно не стоит. Ценник немного не тот, но тем не менее наушники реально хорошие. Великолепная автономность в 6 часов на максимальной громкости, годное басовитое звучание, а также весьма хорошие микрофоны. И это лишь малая часть всех преимуществ данной модели. За звучание в наушниках отвечают динамические излучатели диаметром 7,2 мм, а за саму передачу звука на выбор доступны аудиокодеки AAC и SBC. Звук мощный, объемный и при этом не бубнящий. Низких частот тут предостаточно, и можно сказать, что надстройка здесь отчасти басхедная. Середина приятная, такая вокально-инструментальная. Она никуда не проваливается и не уходит на второй план. Для современной популярной музыки или электроники наушники подходят отлично. Модель T13 имеет поддержку фирменного приложения QCY. Здесь можно переназначить жесты управления и при необходимости подкрутить звук под себя с помощью фирменного эквалайзера. По этой части там также имеется и несколько готовых пресетов. Помимо всего прочего, наушники имеют на борту нормально работающий игровой режим с низкой задержкой. Таким образом, минимальный набор всех необходимых функций за плюс-минус 1600 рублей тебе обеспечен. Ко мне сюда задувают такие вот порывы ветра, то есть такой некий сквознячок создается, шум от дороги небольшой есть, от проезжающих машин.
Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках QCY C13 в парке. Я сейчас нахожусь в парке Скидские пруды, это Сергиев Посад. Ну и так, чтобы посильнее нагрузить микрофоны в наушниках QCY C13, я отправился на МКАД. Таким образом они звучат на этой шумной дороге. Машин здесь очень много, вот сейчас я даже покажу. Автобусы едут, машины, фуры и прочая всякая история. Ну и подводя сегодня некий краткий итог, скажу так. Разумеется, есть наушники лучше и дороже. В большинстве своем все всегда соответствует цене. Но далеко не всем нужны дорогие модели, иначе бы не существовал рынок подобных лоу-кост устройств. Ведь, как известно, спрос рождает предложение. Как по мне, в таком сегменте очень важно найти некий баланс по функциям и характеристикам, чтобы получить все самое необходимое и при этом не переплачивать за что-то второстепенное, по типу той же беспроводной зарядки. Все озвученные мной сегодня модели имеют хорошее сочетание цена-качество. Ну а что до выбора, то здесь, как обычно, надо определиться со своими приоритетами и задаться главным вопросом, а что еще помимо звука хочется получить от наушников. И как только этот перечень функций сформируется, можно уже приступать к нормальному выбору. Ну а если тебя интересуют какие-то дополнительные вопросы и ты никак не можешь определиться, то можно зайти в мой телеграм-канал и группу для вопросов и ответов. Людей там не так много, но чем сможем, тем поможем. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.